Опять мы плутаем. Завезли нас не совсем туда, куда мы хотели. Город Левица. Ну, будем сейчас выбираться кругами. Сейчас выходной день в Словакии, в субботу. Не знаю, в этом причина или нет. Очень совсем паршиво идет стоп. Мы уже и пешком ходили туда и назад. И вот возвращаемся пешком. Останавливаются ребята, там где вообще сложно остановиться. И подбросили нас. Очень классно. И мы сейчас теперь на прямом пути в Венгрию. Ну вот, мы опять в поле покинули этот ненавистный город Левица. 2 раза подряд нас подвезли. По чуть-чуть. И все, и мы на свободе. 5 машин подряд настроение повышают. А вот такая пустая дорога нет. Ну вот, нас первый раз покормили. Чем-то вкусненьким. А нет, второй раз. Первый же раз нас парни из автодома угощали яблочным пирогом. А эта девушка вот угостила чем-то вкусным. Вчера был день ошибок. Первую машину 40 минут ждали примерно. И она нас повезла не туда. Я думал, что она по основной дороге поедет, как бы по сторонам квадрата. Раз, и мы на полпути сойдем. А она поехала по местной дороге. И нам ничего не оставалось сделать, как поехать вместе с ней. И потом с трудом возвращаться, практически в исходную точку. Заехали в город, выходили долго из города. Потом на выходе я начал стопить, и я потерял уверенность как-то в себе. 3 минуты стоплю, смотрю на этих людей, которые никак не реагируют, на водителей в смысле. А еще мне сказали, что сегодня выходной день, в смысле праздник, гробки у них. Суббота была. И я что-то говорю Антону, а пошли пешком. И главное, до следующего города всего лишь 5 километров. Я думаю, вот это я сейчас буду час тут стоять, убиваться, чтобы проехать 5 километров. Пошли, говорю, пешком. Но мы прошли километр, но это ужасно, обочины нету. Дошли до следующей остановки, а там даже машина не может остановиться, потому что там выбоины в асфальте. Проезжал автобус, я попробовал его остановить, чтобы заплатить и поехать. Он не остановился даже. Я говорю, пошли назад. Мы такие измученные, уже почти в конец, до конца доходим. В начало, к городу опять, еще километр назад. И тут останавливается машина. Парень и девушка молодые говорят, а мы вас видели, давайте мы вас подвезем. Сами остановились. Все, повезли нас эти 5 километров до города, довозят, а потом спрашивают, а мы можем еще вас куда-то подвезти? Я говорю, ой, если вам не сложно, до следующего поворота еще километр. Все, они туда подвозят. После этого 4 машины без остановки, без ожидания мы поймали. На маленькое расстояние, примерно там в среднем 15 километров. Ждали от минуты до 5. Вот это отлично. Но, последний дед завез нас в глухомань. Вот зря я у него начал спрашивать, как лучше проехать на Камарно, это граница с Венгрией. Нужно было через большой город ехать. А я подумал, давай срежем. И он говорит, да, через мое село отлично ездят машины. И вот он туда завез, глухомань, машин почти нету. Мы где-то, я не знаю, часик просидели. То есть даже не надо было голосовать, можно было просто сидеть. Мы сидели на карематах. Вон появилась машина, можно встать, подойти, попробовать ее остановить. Потом я посмотрел по карте, что можно вернуться на основную трассу. И мы километра 3 прошли. Тоже опять потом быстро женщина остановилась и довезла нас до города. А когда мы уже вышли, забрали свои вещи, она специально вышла и угостила нас всякими вкусняшками. Там шоколадный батончик, пирожное, сушеная клубника. Вот. И пока мы там выходили из этого города, зашли в магазин, покушали, то уже и начало темнеть. И вот мы на этом месте. И до следующего места, где будем стопить, 150 метров. 7 утра. Мы покидаем нашу стоянку. Идем голосовать. Не успели выйти на позицию, нас уже подобрали. Село перед Камарно. До границы остается километров 20. До границы с Венгрией.
А до границы с Австрией где-то 170. Интересно, что за день нас сегодня ждет? Сейчас я подошел, только ставлю рюкзак, Антон еще не подошел даже на место. Начинаю голосовать, и машина останавливается. Это прям супер успех. Ну, километров 12 провезли. Ну, шикардос для начала. 7 утра, кстати, только. Петухи поют. Все водители еще спят, наверное. Мы их всех опередили. Вот сейчас, утро, еще 8 утра нету. Стоим в каком-то селе. Ну, машины не очень часто ездят. Солнышко, настроение отличное. Потому что только что стоп был удачный. Ну, вот водитель показал, что он местный. Настроение отличное. И вот я сравниваю со вчерашним. Когда нас первая машина увезла черти куда по моей ошибке, и вот это потом выбирались, и я потом стою на дороге, машины потоком едут, водители не реагируют. Я вообще, как я уже говорил, еще одна машина, потерял уверенность. Потерял уверенность, ну вообще капец. Пешком начал ходить. Ужас, как оно все меняется. Це Комарно? Teraz jest to tutaj Komarno. Jak to lasa. Ну, окей. Okej. Окей. Мы Окей. едем туда. Jo? Остановили машину в Словакии, а едем в Венгрию, в город Дьор. Нам очень повезло. Проедем, наверное, километров 80. Очень супер. Привезли нас в Дьор. Я думал, это крупный город. Пока что вижу только огромный рынок. В основном, ну и вещевой такой, и продуктовый, и куча зелени. Ну, как не в городе. Ну, мы, конечно, еще в город не зашли. Город Дьор. Длиннющая велодорожка. По-моему, она началась еще как только Венгрия для нас началась. То есть она уже десятки километров тянется. И люди пользуются вон постоянно туда-сюда на велосипедах. Еще такой занятный факт про народный фольклор. Женщина, которая нас подвозила в Словакии, говорит, в Венгрии не славянский язык, да, венгерский, он ни на что не похож, поэтому будь осторожен. Они говорят на языке, который ты не понимаешь. Как будто люди не научились говорить не то, что они думают. Второй день подряд очень жарко. Ну прям лето. Зашел на заправку, попросил воды. Мне набрали питьевой. Решили попробовать на общественном транспорте выехать за город. А то чё ходить? Так, ну и вот остановка в 100 метрах. Будем ждать автобус, наверное. Посмотрите, как это удобно. Но это же не ногами ходить 5 километров. Заходя в этот автобус, я показал водителю карточку банковскую и спросил, можно? Он так махнул, типа, заходи. Ну ладно, мы зашли. Я спрашиваю у женщины, карточкой тут можно платить? А нет, она говорит, только наличными. Ну ладно. Шикарно доехали на автобусе в старый город. Тут таки реально какой-то
Какие-то старые домики. В принципе, им можно задержаться, посмотреть. Памятник какому-то чемпиону, не знаю, победителю. Ну, то такое. Ждем следующий автобус, который нас вывезет за пределы города. Там остановочка, и будет шикарно стопить. Второй раз едем в автобусе бесплатно. В этот раз на пофиг зашел. Водительница говорила, что нельзя с карточкой. Ну, а ехать-то надо. Блин, проехали нашу остановку. Доехали на шару на автобусе на остановку, и я смотрю, блин, что-то народно немного стоит. А давай, и он вроде дальше едет. Давай поедем дальше. Блин, а он разворачивается и едет в другую сторону. И там остановка следующая, он на ней не останавливается. Оказывается, нужно кнопочку нажать «Стоп». И тогда водитель останавливается. Сейчас будем опять пешкарусом. Ну ладно, не сильно далеко. Идем по тихим уличкам Дьора. Миленько здесь, спокойно. Антон жует яблоко. Антон, как тебе было на автобусе? Все нормально. Отлично, ему понравилось. А мне как понравилось? Вообще улет. Надо зайти в Lidl. Что-то поесть. Но сегодня пока успешный день. И не стрёмный, как вчера и позавчера. Во-первых, мы вовремя обедаем. Во-вторых, мы не измучились, гуляя пешком по городам. Ну вот сейчас посмотрим, будем стопить после обеда. Как оно пойдет. Но сейчас только 11 часов. Остановка на выезде из Дьора. Попробуем свою удачу здесь. Такая история интересная. Мы едем из Дьора в Самбатхей. Нас везет парень. Он собирался ехать в Самбатхей. Ему просто было нечего делать. Он увидел автостопщика и остановился. И вот мы просто разговариваем, и уже через полчаса будем в Самбатхее, это почти возле Австрии. Удивительные дела. Итак, 19-летний Милан, которому нечего было делать в воскресенье, довез нас в город Самбатхей, высадил на заправке. Я еще раз попросил воды, дали мне 2 бутылки. Ну, для порядка я спросил одну женщину-водителя с буквочкой «Д» на номерами, не едет ли она в Австрию. Ну, она сказала нет. Ну, без толку тут спрашивать об этом. И мы пойдем на перекресток в Австрию. До Австрии, кстати, отсюда 15 километров осталось. Мы дойдем до того перекрестка и подумаем, ехать нам дальше сегодня. Или там вроде лес. И может быть мы там будем отдыхать. Смотрим. Нам еще туда идти 2 километра. Антон немножко утомился. Мы ехали в машине. И что-то он жаловался, что ему не очень хорошо. Антон, как твои дела? По мне все хорошо. Ты хорошо себя чувствуешь? Ну, да. Ты сильно устал? Ну, так, немного утомился. Ну вот сегодня последний раз надо походить. Угу. Готов? Ну, да. Все, ну идем. Такой вот очень спокойный, не знаю, дорогой, недорогой, ну приятный райончик. И мы сейчас будем рядышком в лесу ночевать. Мы сегодня всю нашу работу сделали. Всю страну пересекли. Мы сейчас будем в 13 километрах от Австрии. Можно отдохнуть. Хотя мы сегодня из сил не выбились. Сегодня было несложно. Тут у людей дачи. Так спокойно. Найдем себе место возле нашего перекрестка. И будем отдыхать сегодня. Антон очень сильный. Еще светло, а мы уже отдыхаем. Как так? А мы сегодня свою программу выполнили заранее. И особо не напрягались, что интересно.
Мы сегодня же с утра проснулись, по-моему, в километрах 40 от венгерской границы. И в 100 метрах от остановки нашей. Мы проснулись, поспешили уйти, потому что мы ж там в таком поганом месте ночевали, возле домов, точнее возле склада какого-то. Ну, в общем, подходим к остановке, я впереди иду. Только рюкзак ставлю на землю, а Антон еще не дошел, Антон еще идет. Едут две машины, я голосую, и вторая останавливает. Привезла километров 15. И там мы постояли, а может минут 15. И еще одна машина остановилась, мужчина и женщина. По-венгерски они больше понимали. Вроде они жители Словакии, но венгерского происхождения, скажем так. Вот. И они не только нас в Венгрию довезли, они довезли нас в город Дьор. Наверное, километров 60 проехали с ними. Шикарно, шикарно. Приятно было с ними ехать, пообщались там через Google Translate. Так, что у меня огонь горит вообще или нет? Пока готовился к съемке. Ну вот, приехали в этот город Дьор. Начали выходить, ну я чувствую, блин, опять это пешком идти. Давай попробую общественный транспорт. В Гугле посмотрел, в Google картах. Все, подошли к остановке, тут же подъехал автобус. Я же не знаю, как у них там устроено. Я захожу прямо возле водителя в двери и показываю банковскую карточку, типа можно банковской карточкой? А он такой, да заходи, заходи. Ну, я думал, он просто подгоняет, чтобы я не задерживал сзади идущих пассажиров. Мы сели, я оглядываюсь по сторонам, нету этого устройства, чтобы карточкой платить. Я там у женщины спрашиваю, а как там билет покупать? Она говорит, только наличными. Ну, у меня наличных нету, а ехать надо. Все, мы едем. Вышли, отлично. И нам на 2 автобусах нужно было с пересадкой. Подъехал второй, я тоже захожу, там женщина-водитель. Я тоже показываю карточку, говорю, карточкой можно? Она говорит, нет, карточкой нельзя. Ну, я такой, ну, а мне ехать надо. И я зашел, все, мы нормально доехали. Доезжаем до той остановки, что нам Google сказал. Но я смотрю, там бабки какие-то, куча людей на остановке, будет неудобно стопить. Смущать они нас будут. Думаю, а давай мы поедем дальше. Давай. А оказывается, это была конечная, и автобус разворачивается. И едет там по какой-то другой дороге назад. Ладно, мы встаем, чтобы выходить. Он там первая остановка, он ее проезжает. Я только теперь в этот момент понимаю, что нужно на кнопочку нажать, чтобы у водителя загорелось стоп. В общем, короче, вышли. Ну ладно, прошли пешком, зашли в Lidl. Купили себе вкусного йогурта, большую емкость. С булочкой, с бананчиками, как обычно. И пришли опять, вернулись опять на эту остановку. Начали стопить. Час там провели время. Но оно было как-то не напряжно, если честно. Во-первых, потому что вначале остановилось 2 машины, прямо остановились, готовы были нас везти, но было не по дороге. Вот. А потом 3-я подъезжает, я смотрю, молодой парень, он еще такой, не доехав, не остановившись, он такой, о, поехали. Все, типа, он спрашивает, вы куда? Я говорю, в Самбатхей, венгерский город. Он говорит, да. Я такой загрузился, сажусь, что, реально ты едешь в Самбатхей? Он говорит, ну, куда скажете? В общем, выяснилось, да, его зовут Милан, ему 19 лет. Это был воскресный день, ему было нечем заняться. И он решил нас подвезти. Получилось километров 80. И меня на радостях так пробило, я так шпарил по-английски. Вот. Все, мы сейчас за 13 километров до австрийской границы. То есть мы где-то сюда пришли, было 3 часа дня, то есть еще 2 часа до захода солнца.
я решил отдохнуть. Я сегодня списался со своими испанскими хостами, их у меня уже 2. Первое нас ждет 24 ноября. Это чуть-чуть позже, чем я хотел. Но зато у нас очень много времени на автостоп и спешить некуда. Поэтому можно сейчас почилить, отдохнуть. Потому что 2 предыдущие дня были очень тяжелые. Физически и морально. Поэтому вот сейчас покушаем и будем отдыхать.